Друзья, приветствую всех. Это медиаплатформа «Система». Я Александр Колодий. Сегодня мой гость Сергей Гайдай, политтехнолог. Сергей, приветствую. Здравствуй. У нас недавно было очень такое плотное общение. Спасибо огромное нашим зрителям за ваши комментарии, отзывы. Надеюсь, сегодня вы сделаете то же самое. Тоже напишите комментарий, поделитесь этим видео для того, чтобы большее количество зрителей увидели. Поговорим о текущих трендах, а также постараемся немножко вперед заглянуть. Все-таки хочу начать, я очень часто этот вопрос сейчас задаю по поводу сегодняшних дат. 1,5 года войны. Как ты считаешь, в какой точке мы сейчас находимся? То есть это все-таки, как сейчас модно говорить, трек эскалации или это все-таки затухание? Я думаю, что мы находимся в точке потери иллюзий. Это никак не связано с треком эскалации, затухания. И, условно говоря, всю пока войну, все вторжение с 24 февраля можно разделить на две пока неравные половины. Первую часть я называл бы героически победной. Мы ее выиграли. Мы ее выиграли очевидно. Причем, как бы это так аккуратнее сказать, выиграли ее простые украинцы. Это правда. Да, есть безусловная заслуга Офиса президента. Армию я отношу, как ни странно, к простым украинцам, потому что если бы Залужному не было мобилизовано там под 1 миллион человек, добровольцев и просто мобилизованных, ничего бы не было. Но этот период закончился. Начался другой период. Я бы сказал, начался период войны на истощение. Это другая война. И скажу базовые отличия. Вот смотри, любую войну надо рассматривать мы и противник. Первое. Что было по противнику? Противник к войне был не готов. Он не понимал, что его здесь ждет. Были иллюзии какие-то. Да? Он считал, что за недельку удастся зайти на Украину с собственным видом, как когда-то в Праге. Как даже в Грузии, где они за 5 дней были уже под Тбилиси. Удастся сменить руководство страны. В Минске ждал Янукович с Медведчуком. Янукович должен был вернуться к управлению страной. Так бы их нарратив о том, что переворотом сменили законно избранного Януковича, и все вернулось бы назад, это бы называлось восстановление конституционного строя. Дальше Янукович бы объявил выборы, на которых должен был бы победить Медведчук. Все, страной управляет Медведчук, Украина полностью, всей территорией до Львова присоединяется и становится... Я бы был уверен, дальше ЛНР, ДНР входит в Украину, а потом вся Украина становится либо очень союзной республикой, такой как либо Беларусь. большим федеральным округом. Да? Да, либо давят на Лукашенко, чтобы наконец восстановили 3 основателя Советского Союза, снова восстановили что-то наподобие Советского Союза. Вот. Они не были готовы, что так не получится, что украинцы без приказа, видя вертолет 52, будут его сбивать, что мужики из Полтавской области, из Гадича, видя российскую технику на их дорогах, будут из ПРПГ-6 стрелять, что киевляне возьмут в руки оружие, которое будут раздавать откуда угодно, с машин, со складов и так далее, выйдут на позиции. И то, что, в принципе, их ракеты, как оказалось, не уничтожили в полной мере ни ПВО, ни авиацию, которая тоже вступила в бой, и начали воевать. Мы были готовы воевать. Более того, у нас в первый год войны было наиболее, если брать всю войну, эффективное управление. Вот смотри, военные теоретики пишут, что война 6-го поколения или современная война должна быть сетецентричной. Что это означает? Раньше всегда армия была примером такой иерархической, централизованной вертикальной структуры. Начальники, их подчиненные, приказ идет сверху, эффективно исполняется, все. Солдат — это идеальный исполнитель приказа и так далее. Как оказалось, такие системы все хуже и хуже работают в любых сферах, и в армии тоже. А сетецентричная армия — это маленькие мобильные группы, хорошо оснащенные, имеющие право принимать любые инициативы по месту. Что вижу, то и делаю. Вижу противника — уничтожаю. Принимаю решение обойти, принимаю решение спрятать оружие, переодеться в гражданское и распылиться. Рой.
рой, но при этом информационно, благодаря современным системам соединен, все друг друга знают, все видят, что Ну, по сути, это мы и увидели. Да. в штабе видят каждого действующего персонажа, и более того, не дают ему приказ, а слышат, что он говорит, снабжают его необходимой информацией, и от него принимают информацию. Такую армию нельзя победить. Она мобильная, быстрая, знает местность, потому что родная земля и так далее. Где-то у нас волей-неволей так случилось. Да, очень. Первое, по фактору готовности населения и гражданского общества так действовать. Второе, по факту того, что исчезло и заморозилось центральное управление. Был только президент, который давал нам сигнал, что мы там сверху, мы есть, мы готовы, и сигнал миру, мы воюем, мы сопротивляемся, давайте, помогайте нам. И это был весь первый год. Вот весь первый год президент занимался самым важным делом. Вызывал иностранную помощь сюда, а армия и народ демонстрировал готовность к сопротивлению, что помогало президенту. А противник не готов был воевать. При этом сюда зашла вся их кадровая армия, вся лучшая техника, и они тут ее спалили. То есть они за первый год этой армии лишились. Это привело к тому, что им пришлось бежать из-под Киева, сохраняя остатки техники армии. Это привело к тому, что они не смогли удержать Харьковский фронт. Это привело к тому, что им пришлось оставлять Херсон. Поэтому у нас первый год победы, у нас первый год героизм и уничтожение врага полное. Вот смотри, это закончилось. Да, ну ты сказал как раз, что теперь иллюзии, да, другие. Да, закончилось. Что теперь мы имеем? Мы теперь имеем централизованную армию. Мы теперь имеем государство, которое коррумпированное, бюрократизированное государство, которое вернулось к управлению. Для многих чиновников война закончилась, она ушла далеко на фронт. Они по-прежнему занялись рэкетом населения, бизнеса, кого угодно. То, чем они привыкли. Силовики снова вернулись к рэкету, который не на фронте, а здесь. Идут аресты, обыски предпринимателей. Гетманцев снова забыл про свой пост, что надо доверять и максимально отпустить налоги. И я напрасно раньше не доверял. Теперь он выдает закон за законом, который уничтожает предприятия ФОПов, усложняет жизнь. И знаешь, я тебе скажу такую вещь. Я общался с военными, какой-то был период. Ну и говорю им, с руководством, и говорю, слушайте, меня вот одно удивляет. Я, конечно, служил в ПВО, знаю, что как там небо закрывается, чем, как, но все-таки ожидал, что они будут очень сильно по-настоящему бомбить нам Банковую, СБУ, то есть по центру принятия решения, Раду разбомбят. Тем более, что они часто это И я говорю, это у нас такое хорошее ПВО, что, кстати, правда. Вот в Киеве конкретно сейчас очень серьезное ПВО, действительно до 100% цели сбиваются. К сожалению, в других городах не так. Или это, говорю, они почему-то какой-то есть договорняк, не стреляют. Ну и там один военный выдал шутку. Ну, сразу говорю, как шутку. Говорит, они просто не хотят улучшать управление армией. Ну, понятно почему, да? Потому что снова все вернется к тому, что будут принимать решения на местах. А вот как только появилось централизованное управление, резко уменьшилась эффективность нашей армии. И от героизма солдат, который, безусловно, существует, и мотивации ничего не зависит. А мы теперь имеем другого противника. Во-первых, да, они кадровую армию уничтожили, спалили в первый год. Но они мобилизовали, у них огромные потери. Но, смотрите, там появилась мотивация. И на войне всегда появляется мотивация, если солдат не погибает в первые дни войны. Эта мотивация очень жесткая и простая – выжить. Если я выжить, я должен воевать. Я должен стрелять по противнику, я должен учиться. И они этот опыт приобретают. У них не было дронов, теперь у них дронов больше, чем у нас. Они запустили ВПК, мы ВПК не запустили. Мы ходим на Запад с протянутой рукой, они запустили ВПК. Да, он не самый лучший. У них есть проблемы доставать необходимую электронику. Но они ее достают. Обходят, достают. Они производят ракеты, которые к нам прилетают. Они у них не закончились. Они производят в огромном количестве ланцеты, это ударные дроны. Они уже рои осваивают, когда не один ланцет летит, а несколько. Несколько отвлекают наших, а один бьет по цели. У нас этого нету. Если у нас дронов было больше в начале войны, умение им пользоваться, а они пока не знали, что это такое, то ситуация поменялась. Плюс они закопались. Они создали линии обороны, которые очень трудно преодолевать. И если в первом нам повезло, то во втором мы имеем еще самый важный момент. Мы имеем крайне неэффективное
военно-политическое руководство, которое с коррупцией, бюрократия, не рассматривается боец как высшая ценность. Вместо 1000 дронов посылается 1000 мобилизованных солдат, которые гибнут на минных полях. А мы не можем себе, в отличие от России, которая традиционно солдат считает расходным материалом, новых мобилизует, у них ресурса полно. Мужиков, у нас таких нет. У нас сегодня вместо этого военкомы начинают кого-то там по рынкам, по барам отлавливать. Это бойцы не воюющие. Вот. Нам надо беречь те, которые были мобилизованы в начале, которые уже имеют военный опыт. Надо сделать все, чтобы они были сохранены. А это только максимальное снабжение армии всем необходимым и принципиально другая военная доктрина. Асимметричные войска, возврат к асимметричной стратегии военной. Поэтому мы должны потерять иллюзии сегодня, сказать себе честную правду, что мы снова стоим на грани, над пропастью. И без экстраординарных мер и максимальной честности мы эту войну не выиграем. А нам очень надо выиграть, иначе Украины не будет. Как ты оцениваешь, я бы так сказал, западное настроение, потому что огромное количество вот этого информационного вала, то есть кто-то пишет, что Запад устал, кто-то подвязывает уже фактически украинскую войну в сценарий американских выборов. Вот мы общались с военным экспертом Светаном, так он говорит уже о том, что F-16 появляется фактически на весеннее контрнаступление, то есть которое вкладывается, по сути, в некую уже американскую логику. Но вопрос на самом деле о том, было заявление вот буквально недавно Бена Ходжеса, который сказал, что это преступное затягивание в поставках вооружений в Украину. Была публикация Wall Street Journal, думаю, ты видел, о том, что они признают, американские генералы, что недопоставили много техники, которой явно не хватает сейчас во время контрнаступления. То есть подставив и военных, и свою технику и так далее. Вот этот фактор, как ты считаешь, что здесь происходит? Тут нету, я думаю, однофакторного ответа. Во-первых, первое, надо понять, что Америка все-таки не хочет проиграть эту войну. Я думаю, и я надеюсь, что у американских элит есть понимание, что проиграв Афганистан, и этот фактор во многом повоздействовал на Путина и на его решимость ввести сюда войска, считая, что Америка уже все слаба, и что она не захочет повторять Афганистан. Что такое повторять Афганистан? Снабжать какой-то подконтрольный режим деньгами и оружием, которые очень быстро потом в итоге будут превращены в коррупционные схемы, но в очень неэффективное, скажем так, руководство страной, которому нет доверия, поэтому максимальный проигрыш талибам в течение 2 недель и огромное количество средств и вооружения досталось мировым террористам. Вот. А если в первый год войны они не верили в способность Украины сопротивляться, то потом они поверили в победу, наоборот, все качнулся маятник в обратную сторону. Смотри, они без особого оружия побеждают русских, они слабы. А оказалось, что русские не слабы, что они приобрели опыт, они пересмотрели, они теперь готовы к бесконечной войне. Если вначале они к войне вообще не были готовы, то они готовы, они включили все свои ресурсы, а американцы нам не поставили. С другой стороны, они видят тот уровень коррупции в стране и ту неэффективность, о которой я сейчас сказал, и боятся нового Афганистана. Поэтому там такие качели, разные настроения, у них же нет единого мнения. Они же не Советский Союз, который в газете «Правде» напишет линию правды. Кто-то рассказывает, что Украине надо помогать всеми доступными средствами, и что только победа. Плюс они еще очень боятся развала России, потому что огромная страна с огромными ресурсами и самым большим ядерным потенциалом в мире может оказаться в руках Пригожиных, Кадыровых, еще неизвестно каких атаманов. Для них до сих пор Путин хоть и зло, но понятное и управляемое зло, с которым есть иллюзия, что можно договориться, и что он на кнопку не нажмет. Поэтому то, что у украинцев самого главного ресурса не хватает, людей, которых мы теряем. У нас большие потери, как бы мы там ни были, у нас большие потери. Им это не очень волнует, главное, что они не теряют своих людей. Кстати, по поводу кнопки. Мы общались с Джоном Хербстом, с послом Штатов в Украине,
И я ему задал вопрос, а почему все-таки вот с поставками проблемы? То есть он признает, что да, есть затяжка, но одна из версий это чтобы не вызвать такую эскалацию, не спровоцировать Путина вот на то самое нажатие кнопки. И, кстати, по этому поводу приведу пример фильма «Оппенгеймер». Там ведь красной линией идет то, что если бы не сбросили американцы 2 ядерные бомбы, то японцы бы не сдались. То есть они бы сопротивлялись до последнего. А именно благодаря тому, это, ну, по сути, по сценарию, да, благодаря тому, что сбросили, вот, условно говоря, итог войны был решен. Я лично думаю, что это не совсем так. Угу. Ну, во-первых, немцы тоже не сдавались до последнего. Германию пришлось всю оккупировать и всю разбомбить. Более того, разрушения, которые нанесла союзная авиация, в основном британцы, американцы, Германии, несравнимы с теми, которые получила Япония. Да, Япония была в основном деревянная, она горела от любых бомб, но немцы сопротивлялись до последнего. Да, был такой фактор, что когда император и японское руководство поняло, что американцы теперь могут прилетать не тысячами, как они это делали, самолетов, сбрасывая обычные бомбы, поджигая города, которые тоже бомбились так же, как и по Германии, а всего одна бомба уничтожала целый город, тут они серьезно задумались и поняли, что завтра полетит 1000 с такими бомбами, и Японии в один день не станет. И это было решение. Они не знали, что у американцев было всего 3 бомбы на тот момент, потому что обогащенные плутоний и уран очень тяжело производятся во времени. Ну, одну фактически использовали. Одну они в Неваде испытали, что она работает, а 2 остальные... И на тот момент больше бомб не оставалось. То есть взяли на испуг. Но я думаю, что сейчас сегодняшняя ситуация нельзя сравнивать. Во-первых, в мире огромный потенциал ядерных бомб. У тебя нет подозрения, что у кого-то в Кремле, в какой-то больной голове не затаится такая же мысль? Ну, там есть одна больная голова, это Путин. Вот реально. И я думаю, он все-таки не тот человек, который хочет погибнуть или остаток жизни прожить под ядерным пеплом в собственном бункере. Ну вот точно у него таких целей. Иначе бы он не заводил любовниц, детей, не строил яхты и свои дворцы. Он все-таки сибарит. Маленький КГБист, который вдруг дорвался до всего, что изволите. До лампы с джином, из которого может вылетать все что угодно, и тут вдруг. И он прекрасно понимает, что применение ядерной бомбы против Украины спровоцирует удары по нему. Потому что тогда иллюзии, что с ним можно договориться, больше не будет, и тогда НАТО, Запад поставит себе цель ликвидацию такой мировой угрозы в виде его. То есть, возможно, прилетят даже не ядерные бомбы, а высокоточное оружие, которое залетит к нему в бункер, залетит к нему в Кремль, в кабинет, и это отнюдь не дроны украинские, которые просто, скажем, летают. Но если их ПВО не способно даже наши дроны улавливать, да, то, условно говоря, то есть против американских ракет не будет, а это и удерживает его. То есть если он применит ядерное оружие, фактор сдерживания исчезнет. Ты сказал по поводу иллюзий переговоров, а у тебя есть ощущение, что вот все-таки этот переговорный трек еще возможен? Ведь смотри, нам по сути постоянно его забрасывают. Мы в прошлый раз, когда общались, тогда возник Киссинджер, да, с предложением обменять Запад НАТО, верит в переговоры. Клерк, Запад не понимает главного расклада, и, к сожалению. Просто там нет элиты, воспитанной там, Второй мировой войне. Давно умер Черчилль, давно они не помнят, как это происходило. И, к сожалению, исторические уроки для западной элиты не явились уроками. Они не понимают, что отдать какому-то странному немецкому политику часть какой-то далеко находящейся Чехии означает рано или поздно получить Перл-Харбор и послать своих сыновей спасать рядового Райана. И это взаимосвязанные вещи. Более того, ведь Гитлера пытались ликвидировать. Но мы знаем только о покушениях, которые совершали сами немцы. Один раз это был там немецкий патриот, который заминировал пивную, прекрасно понимая, что Гитлер творит в Германии и почему это опасно. Кстати, был пойман случайно на границе и дожил до 1945 года. Его казнили уже, когда союзники вступали в Германию, в концлагере. А второй – это прусская военщина, которая окончательно недолюбливала Гитлера всегда, но окончательно поняла, что надо его устранять, чтобы Германию окончательно, то есть, не разрушили. Но тоже не удалось, повезло. Да. Но был вопрос, а почему ни Черчилль, ни Сталин, у которых было куда больше возможностей, не затеяли ликвидацию Гитлера? Кстати, у меня такой вопрос.
к нашим спецслужбам. Я не думаю, что если вы не Может, он запланировали просто не знаю. ликвидировать, это невозможно сделать. Лично в моей странной голове, хотя я не имею никакой отношения к спецслужбе, уже 20 вариантов, как бы можно было попробовать его ликвидировать, невзирая на всю самую его защищенность, бункеры и прочее. Скажу тебе честно, я задавал, извини, перебью тебя, задавал этот вопрос и Гудкову, и другим россиянам. Они говорят, что это невозможно, поверьте, потому что 20 слоев охраны. Давай так. Даже, говорят, близкие генералы вот не садятся на расстоянии, которое давай было так. безопасно. Я в силу своей профессии был увлечен, занимался и даже иногда читаю семинару про табл-шутингу. Вот сильное решение всегда есть там, когда тебе весь мир говорит, это невозможно. Это правда. Значит, я буду первым, кто это сделает. И именно потому, что весь мир считает, что это невозможно, там точно есть слабое место. Раз весь мир считает, что нельзя убить Гитлера, нельзя подорвать Крымский мост, нельзя уничтожить флагман российского флота, значит, точно есть решение, которое позволит это сделать, в том числе и потому, что противник думает, что это невозможно. Но я возвращаюсь назад. Почему Сталин не ликвидировал Гитлера? Ему предлагало НКВД. Возможности были Гитлера ликвидировать. Он сказал, не хочу. А тогда же придется прекратить войну, начать договариваться с немецким народом. Я хочу зайти в Берлин. А зайти в Берлин можно до тех пор, пока там сидит Гитлер. Ну и мы будем его судить или убьем. Подобный мотив был и у Черчилля. Ему точно было известно, что Гитлер болен, что у него психологические сдвиги, и пусть такой человек стоит во главе этого государства. Если мы его ликвидируем, это место может занять куда более адекватный человек, и тогда война может вести с немцами еще более эффективно, чем они ведут, и это будет нам стоить серьезных жертв. Вопрос у меня такой. Тебе не кажется, что именно так сейчас думают ряд западных лидеров? Нет, именно так они и думают. Которые понимают, они думают, что пусть Путина мы знаем, Путина мы видели, с Путиным мы договаривались, а кто придет на его место? Не знаю. Они хотят управляемости этой территории. Понятно, что мы думаем по-другому. Все-таки... И я бы, если был советником какого-нибудь коллективного Запада, я бы сказал, друзья мои, вам надо готовиться к развалу этой страны. У вас должны быть силы специальных операций, у вас должны быть все разведданные, где находятся ядерные потенциалы противника. Ведь не кнопка важна, да? А если ты контролируешь шахту и отрубил ее, и у вас должны быть силы специальных операций в случае падения режима, который моментально высаживается на всех ядерных объектах противника. Ну, я очень надеюсь, что они об этом думают и готовятся. Мы не договорили по поводу переговоров. То есть все-таки ты веришь в трек переговоров или нет? Нет, я не верю в трек переговоров не потому, что даже там Зеленский не готов разговаривать, прекрасно понимая, что для него, как и в свое время Минские соглашения для Порошенко были концом его политической карьеры. Как бы он их ни маскировал под мирный план, человек, обещавший закончить войну за 3 дня, за 3 недели, неважно как, неожиданно оказался абсолютно неспособным и перепуганным, когда русские ввели свои войска, сел за стол переговоров, был на постоянной связи с Путиным, принимал абсолютно этот ультиматум, который был оформлен в Минские договоренности, сдал войска под Дебальцево. Военные к тому времени уже говорили, что можно. Эта операция должна была быть успешной для нас. Неготовность Порошенко, Муженко и того руководства порошенковского воевать с русскими привели к такому результату. В итоге погибло 4 нацгвардейца, помнишь, в виде протеста. Попытка продавить стоила его во многом. Как бы он ни кричал «армия, армия, армия, вера», все прекрасно понимали, что Петр Алексеевич оказался не тем человеком. Так я помню, что, по-моему, фракция Порошенко не хотела голосовать. Да, он готов был пойти на условия Путина на самом деле. И Зеленский это хорошо понимает, что это будет окончательный конец его карьеры, но не поэтому. На это не готов сам Путин. На это не готов сам Путин. Понятно. Откуда тогда появляются заявления, например, того же секретаря СНБО по поводу того, что украинская формула мира, которую сейчас двигают украинские власти, что в ней можно поменять очередность пунктов, по сути, превращая их в Минские соглашения. Откуда это? Или на что это намеки? Я думаю, что речь идет о Данилове. Да. Это игра с западными союзниками. Западный мир бесконечно имеет иллюзию, которую не потерял, что можно договариваться. А с диктаторами договариваться нельзя. С крокодилом нельзя договариваться. Его можно только ликвидировать. Если Украина победит, а что ты вкладываешь в понятие победы? Я однозначно вкладываю одну вещь, в какой форме это можно обсуждать: полный разгром российской армии.
доведения до его абсолютной небоеспособности. Сейчас, к сожалению, у них армия боеспособна, составляет угрозу, и если мы остановимся, она постепенно нарастит свои мощности до нового прихода в Киев. А мобилизационного ресурса украинцев хватит для этого? Мобилизационного ресурса украинцев для этого не хватит, поэтому ставку можно делать только на грамотное управление ресурсами, на грамотные стратегии, на эффективное экстраординарное управление, которое должно начинаться с того, с чего я начал, с потери иллюзий и, наконец, переходу к правдивому разговору с самими собой и со своим государством, которое должно в этом виде исчезнуть, возникнуть совершенно в новом виде. Сейчас многое любят говорить, невзирая на войну, о будущем Украины. Украина имеет колоссальный шанс, если она выиграет эту войну, получить право создать такое устройство внутреннее, откинув все, что сейчас есть, ликвидировав это государство, которое коррумпированное, неэффективное, и предложить миру такую модель, на которой мир только мечтает, где, в принципе, демократия технологически доведена до абсолюта. Полное самоуправление, отсутствие управляющих органов, замененных на центральные органы сервиса, полная выборность всех, полный контроль цифровой за всеми. Цифровая демократия, где тебе не нужен депутат, непонятно чем занимаешься в Раде, где ты лично напрямую принимаешь участие в создании, принятии, обсуждении законов, по которым ты живешь и так далее. Украина это может себе позволить. Ты знаешь, я тут соглашусь, что задатки всего этого есть, особенно когда общаешься даже с нашими беженцами, украинцами. Мы просто за это сейчас платим цену, за которую можем потребовать, сказать, что мы зона эксперимента. И если нам удастся построить новую Америку, вот когда-то Америка была зоной эксперимента, они создали принципиально несуществующую модель, которая в мире не существовала и оказались... На тот момент, да. Да, и она оказалась очень успешной. Мы сейчас можем стать такой же территорией, где, скажем, мы создаем такую модель социального устройства, абсолютной цифровой полной демократии, самоуправляемой. И мы имеем на это право, мы слишком много за это право заплатили. Абсолютно с тобой согласен. Повторюсь, что считаю, что задатки этого есть, как бы потому как много общаюсь и с нашими беженцами, и айтишниками. Главное, чтобы получилось. Сергей Гайдай, политтехнолог. Сергей, спасибо огромное за разговор. Друзья, это «Система». Обязательно напишите свои комментарии, поделитесь этим видео. Всего доброго, счастливо.